Привет всем волшебным людям! Я решила записать видео на тему того, почему на самом деле не существует объективной универсальной красоты или уродства, и почему так называемые биологические факторы на самом деле почти не играют никакой роли в этом вопросе. Думаю, некоторые из вас слышали о так называемых исследованиях, которые якобы подтверждают, что нас там привлекают абсолютно идеальная симметрия в лице, или еще лучше, что существует золотое сечение, то есть ученые математическим образом высчитали идеальные пропорции лица. Касательно всех этих идей, которые произошли во времена Ренессанса, я могу сделать отдельное видео. Я не хочу данное видео слишком долгим делать. Но я хочу сказать лишь одно. Слишком много науки 21 века на самом деле таковой не является. Все эти исследования очень легко разбиваются об эмпирические факты, которые у нас уже имеются. Что было красиво в разные эпохи и в разных культурах? Да все что угодно. Спойлер. Якобы ученые открыли, что там мужчин привлекают большая грудь или там большая задница, это связано с каким-то там репродуктивным инстинктом. Ребят, просто давайте вспомним, какая была мода в 2000-х годах. Плоские задницы, короткие ноги. Из-за чего? Из-за низкой талии на джинсах. Даже песни про большие пятые точки тех времен в своих клипах показывают людей, которые по нынешним меркам считались бы людьми без задницы вообще. Далеко не всегда большая грудь считалась привлекательной. Далеко не всегда широкие бедра считались привлекательными. Далеко не всегда в моде были большие губы. Еще недавно нынешних инстаграм-моделей называли бы губошлепками. Далеко не всегда были в моде маленькие крохотные носы, к которым мы так привыкли. Я бы даже больше сказала на эту тему. Посмотрите просто на идеал красоты 19 века, на вот эту француженку. Совсем не нынешний стандарт, не так ли? Далеко не всегда в моде была фигура песочные часы. Например, в Древней Греции идеалом женской красоты была фигура перевернутый треугольник, когда у женщин широкие плечи и узкий таз. Я говорю сейчас про женские стандарты. Также мы видим, что очень часто в моде была фигура грушеподобная, да, то есть когда широкие бедра и узкое туловище. Также были в моде складки на коже, полнота, даже ожирение в некоторых культурах. Более того, все эти стандарты меняются не то чтобы каждый век, да буквально каждые 20 лет. Люди могут вспомнить, как раньше издевались над людьми с монголоидными чертами лица, да, что вот у них там узкие глаза, а сейчас все хотят внезапно себе fox eyes. Или как все издевались над чернокожими людьми за крупные губы, а сейчас все хотят себе что? Крупные губы. Даже люди с инвалидностью почитаются в некоторых культурах. И далеко не всегда то, что якобы здорово и ассоциируется с фертильностью, является красивым, потому что мы наблюдаем в некоторых культурах, заведено специально, с нашей точки зрения, уродовать в кавычках женщин, чтобы они вписывались в их представление о прекрасном. Даже современные звезды, да, эталоны красоты, там, не знаю, Моника Беллуччи, еще кто-нибудь, они были никем буквально 30-20 лет назад. Потому что тогда были в моде брови-ниточки, маленькие губы. Их бы сейчас называли все губошлепки, кем угодно. Потому что это все, глупость. Все стандарты красоты — это глупость. Все люди... I'm getting a little aggressive here. Все люди красивы в ту или иную эпоху. Вот касательно того исследования, которое я упомянула про идеально симметричные лица, да, якобы это привлекательно. Это противоречит другим исследованиям про то, что существует так называемый феномен The Uncanny Valley, который люди испытывают, когда видят идеальные какие-то слишком лица, когда видят чересчур реалистичные 3D-модели, да, потому что у них идеально симметричное лицо, и даже если они соответствуют современным стандартам красоты, всем вот этим нереализуемым вообще, которым большинство людей не может абсолютно никак соответствовать, они выглядят крипово, они вызывают просто дрожь, страх,
какое-то отвращение, типа, фу, что это такое, ой, не хочу видеть. И даже есть канал на Ютубе, там, где мужик фотошопит ребят, чтобы они соответствовали вот этому стандарту, да, по золотому сечению, там, идеальным чертам лица, там, знаменитости в фотошопе, в частности, там, супермодели, кого угодно. И что в итоге? Что после этого фотошопа получается? Эти люди выглядят... Мало того, что они вызывают феномен the uncanny valley, они еще и теряют свою изюминку, скажу просто, они теряют изюминку, они перестают быть такими красивыми, они перестают быть такими узнаваемыми, они просто неприятные становятся. Ладно, этот словесный понос пора заканчивать, но просто желаю всем добра, здоровья в первую очередь, благоразумия, уверенности в себе, думайте дважды над всем, 7 раз отмерь, 1 отрежь. Всем любви и света, я всех люблю, и помните, что вы все волшебные, все вы избранные, потому что вы сейчас смотрите это видео, вы здесь неспроста, я всех люблю, и все должны быть любимы, я всех вообще, всех обнимаю, все, пока.